Расскажем о результатах Азиатской лиги чемпионов, расписании и таблицах трех групп. Во второй группе Пахтакор добыл очко в матче с клубом Аль-Кува из Ирака 0-0. Напомню, 2 года назад в квалификации узбеки были сильнее со счетом 2-1. В общем, команда Хёйстра не проигрывает никому 8 матчей подряд, добыв 6 побед во внутренних турнирах Узбекистана и 2 ничьи на международной арене. Иранский трактор в этой группе сыграл в ничью с лидером группы Шарджа из Арабских Эмиратов 0-0. Очень много нулевых результатов. Эти клубы сыграли впервые в истории. Отметим, что трактор — 4-й клуб Ирана прошедшего сезона, а Аль-Шарджа была 5-й в чемпионате, который не был завершен. Расписание 3-го тура. Во вторник, 20 апреля, Аль-Кува сыграет с трактором, а Шарджа с Пахтакором. Посмотрим таблицу группы после 2 сыгранных матчей. Шарджа первая, 4 очка. Пахтакор и трактор делят вторую строчку, у них по 2 очка. Все 3 клуба еще не проигрывали. У Аль-Кува одно. 2 матча состоялось в 4-й группе. Аль-Наср из Саудовской Аравии переиграл команду испанца Хави, Аль-Сад 3-1, и прервал длительную серию без поражения, состоящую из 23 игр подряд. Последний раз их побеждали в ноябре. Если есть Хави, значит кого-то он сюда перетянул из чемпионата Испании. 36-летний Санти Касорла забил 14-й гол на клубном уровне в этом сезоне, и на его счету 1 гол за сборную Испании. В итоге, клубы за последние 2 года встретились в 5-й раз. Аль-Наср одержал 2-ю победу. Иранский клуб Фулат с минимальным счетом одолел Аль-Вихдат из Иордании. Победа вполне справедлива. Персы не уступают на протяжении 5 матчей, 3 сухие победы и 2 ничьи. Второй тур очки своему клубу приносит бразилец Чимба. В 2012 году он перебрался в Иран, где до сих пор выступает. Через 3 дня в группе пройдут следующие матчи: Аль-Саад Аль-Вихдат, Фулат Аль-Наср. Изучаем таблицу. Здесь двоевластие. Аравийские и иранские клубы имеют по 4 очка. Поражения нет. Иорданская и катарская команда внизу, у них по 1 очку. В 5-й группе встретились Аль-Вахта из Объединенных Арабских Эмиратов и Го из Индии 0-0. Добавим, что игра была равной, с небольшим преимуществом хозяев поля. Это их первая встреча в истории. У индусов безвыигрышная серия увеличилась до 5 матчей, 4 ничьи и фиаско в индийской суперлиге. Персеполис вытянул волевую победу в игре с катарским Аль-Раяном 3-1. Напомню, команды последний раз пересекались в 2017 в группе, 1 встреча завершилась в ничью, 2-ю выиграли катарцы. Команда француза Лорана Блана 6 матчей идет без побед, а финалист Лиги чемпионов не проиграл в 13-й игре к ряду. Таблица. Персеполис делает большой шаг к выходу в плей-офф, 6 очков. Напомню, выйти из группы может 2-й клуб, если попадет в 6 лучших команд. На данный момент это Го 2 очка. Клуб из Объединенных Эмиратов и из Катара имеют по 1 очку. Во вторник, 20 апреля, Аль-Вахта Аль-Раян и Персеполис Го. 4 игры пройдут 18 апреля в группах АйЦ. Аль-Ахли Аль-Духайль, который принимал участие в январе на Кубке мира ФИФА, другой Аль-Ахли из Эмиратов примет Аль-Хиляль. Многие будут ждать матч чемпиона Узбекистана ГМК и чемпиона Таджикистана Истеклола. И Аль-Шорта сыграет с Истеглалом. Время указано московское. 5 игроков забили по 2 мяча. Это Абасаджи, Аль-Сома, Хаиди, Маганло, Чимба. Почти что одни иранские представители. У ассистентов выделился Тараби из Персеполиса, на счету которого 2 передачи. Смотрите обзор 1-го тура. Спасибо за просмотр. До встречи.